Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals The Hour. Карта Blue Hole, сверху стартует Фарго, генерал Кассат, стелс технологии Игла, но на нижней позиции Бойко, танковый генерал Китая Квай. Челленджи между Бойко и Фарго наконец вернулись. Честно говоря, я очень ждал. Два крепких игрока показывают хорошие поединки, и обозревать их большое удовольствие. Челлендж, который проспонсировали, прошел со счетом 7-3, и победу одержал Бойко, ребята, да. Ну а эта игра уже просто по фану. То есть ребята просто после челленджа захотели еще поиграть. Ну что ж, разбег рабочих, ждем позиционку от Фарго. Естественно, захват вышек на карте, их очень много, в принципе, как и ресурсов. Для карты, наверное, для гла вот очень даже хорошая. Не знаю, как для танка, но для глашника точно. Много построек каких-то вот таких, да, где можно ракетчиков посадить после строительства тоннеля. Опять же, вот здесь бункеры есть. Вот подрывник уже, кстати, побежал прикрывать рабочего, который бежит сейчас в центр от Фарго. А тут уже Саполтрак, то есть Бойко тоже рабочих едет давить. Но вот подрывничок, по всей видимости, не успевает с Саполтраком, но зато рабочий успевает сесть в бункер и на рей, по всей видимости, состояться. Саполтрак идет дальше, можно попробовать подъехать на саплай. Здесь тем временем повстанцы бегут, и техничка вышла течь, и сейчас просто будет этот Саполтрак уничтожать, и, возможно, даже еще и скраб себе возьмет, и уже с одним скрабом будет неплохо так бить по пехоте Фарго. И минус, ну, наконец-то, Саполтрак, так еще и вторую лычку набирает техничка Фарго, и лычки взял явно в повышениях. Гатлинг поехал вперед, рабочий, по всей видимости, в бункер спрятался. Справа норка готова, ракетчик сел в домик второго, можно, в принципе, также посадить, и уже повстанец захватывает вышку здесь между этими домами. Гатлинг идет вперед и погибает. Три технички, в принципе, справляется. Так, я так полагаю, тут еще и Убертеч намечается, или это вторая техничка с одним скрапом. Я думаю, что все-таки будет второе, чем первое. И дракон пришел. Пришел дракон от Бойки, разжигает, но идет дальше. Бойко отменяет, возможно, попытается подъехать под казарму, но пока он будет ехать, Гатлинг уже справится. Тем временем технички катаются, и отмена красногвардейцев, но Бойко уже успел захватить свои две вышки. Разжигается стена огня, технички пока отступают. А здесь Драгонтанк подходит еще ближе к саплаю, к военному заводу, но два квада зарешают его, да. Все, отбился Фарго, все хорошо. И скраб отменил, кстати говоря, Бойко контролит этот момент. Вышки вовсю глашник захватывает. И нужно еще вот эти вышки, кстати, захватить. Тут еще две штуки. Позиционочка вовсю разыгрывается. Еще одна норка. Здесь ресурсный док. Нужно, естественно, саплай ставить. Дракон плюс Гатлинг пошли направо. Тут три технички есть. Каркас еще одной норы. Ракетчик садится в домик. Ну, вообще, чем быстрее Фарго построит свой дворец, тем быстрее выйдет в базы. И контрить танка будет куда интереснее. Ведь у стелса там что там на старте? То одни квады, то технички. А у танкиста техника довольно тяжелая. И как бы стелсу против танка-то противостоять тяжеловато. Но танкисту, мне кажется, не мешало бы поднаспамить побольше драконов. Прикрывать это дело БМами и ЦМками. Посты, естественно, нужны. Нужно же норки как-то видеть, да? Посты как раз это будет отлично делать. Как бы из инвиза их выводить. И вот уже разжигается стена огня. Разжигается стенка с двух драконов. Я думаю, что норе будет очень плохо. Сейчас она будет уничтожена даже. И минус вышка. Первая вышка на карте уничтожена. Нужно подъехать поближе к зданию. И минус ракетчики. Но же, наконец-то. Ну вот минус один дракон. Хватит ли второго для того, чтобы норку сжечь? Я думаю, что нет. Но там еще один подъезжает. Гатлинг есть здесь два штуки. И пост, я думаю, что с этими позициями Бойко справится без труда. Но тут справа еще появляются. И саплай Бойко поставил, и вышку здесь захватил. В домике тут ракетчики, я так полагаю, сидят. И каркас еще одного тоннеля разворачивается. И даже два вышли квады, ракетчик, техничка, причем с тремя лычками, с одним, правда, скрапом. Ракетчика можно было бы отменить, и это удается сделать. Минус танк дракон справляется с Фарго, оберегает свои позиции, а слева техничка с квадом подошли, но драконы с изученным напалмом справятся без проблем. Так, тут еще их были пехотинцы, по всей видимости, ракетчики. Военный завод Бойко заминировал, подъехать сюда будет уже сложнее. Ну и на центре драконы также работают, минус норка и бункер, я думаю, также сожжет здесь Бойко. Ну, пока глашнику тяжело в центр выйти на добычу. Ну вот слева саплай работает, вышки, ну вот одна почему-то, или захвачена вышка, да, она под контролем Фарго, и в сумме получается у него, я так полагаю, 6 вышек.
а у Бойки пока только 4. Ну, 2 сапплая, вот, и даже нефтепереработку захватил. Для танка, как бы, наверное, жизненно важна такая постройка. Скидочка на юниты, минус квад, еще 4. Подтягиваются плюс ракетчики и ставится Стингер. Позиция хочет Фарго, видимо, к вышкам сюда подойти. Еще один военный завод, и в сумме у Бойки их уже становится 4. И это очень даже не дурно, так и надо, в принципе, играть. Куча техники и поперли выжигать просто все, что Глашник настроил. Разжигается стенка, 2 дракона минус, ну и потери были также от Гла. Еще 2 дракона идут. 2 ракетчика Стингер и Норка. Ну, наверное, справится здесь Фарго, в принципе. Должен, я думаю, что да. Минус 1 дракон точно. Ну и второй тут квады помогут. Но один тоннель все-таки Фаргу теряет. Ну, уже нормально. А вот Стингер отстроится. Каркас еще одного тоннеля готовится. 2 сапплая на центр. Ну, а Фаргу пока не переходят, потому что ему тут просто огонь мешает от драконов. Квады пошли вперед. Их здесь 5. А тут, кстати, ничего нет, кроме мин. Ну, пост вышел. Ну, с постом, я думаю, без проблем эти 5 квадов справятся. Можно было бы... Да, как раз каркас и дается здесь от Фаргу. Я только хотел сказать, что здесь можно норку поставить, а ракетчиков в домик посадить. И похоже, что сейчас Бойко лишится один из своих военных заводов, но много денег, большой плат. Я думаю, что Бойко отстроит его вновь, и потери есть. Есть и потери поста, есть потери дракона, и 1 квад здесь забрал Бойко. Ну, нужно разжигать и пост подтянуть, надо отбиваться. Всего лишь 4 квада, и никак танкист не может отбиться, но он занят. Он идет на правый план, здесь много позиций, узкий проход у Глашника, как бы, да, на этой территории. И почему-то первыми идут ЕЦМки, и просто Бойко их сейчас будет одну за другой терять. Минус ракетчики в домике, во втором также минусуются, разжигается стена. Сейчас и ЕЦМки свои, в принципе, тут Бойко зажжет. Не совсем ювелирная работа, но грубо, очень грубо, в духе танкиста, в принципе, грубый генерал, на мой взгляд. И вот уже и посты появились. Это значит, что у Фаргу готов дворец, и ставятся черные рынки. Во вторичку уже Фаргу пошел у Бойки, очень большой плот, его нужно срочно на что-то спускать, спамить и еще раз спамить. Минус тем временем батлбас, и впереди тут домик, надо выжигать отсюда пехоту. Сейчас просто потеряет дракон. Ну, кстати, домику хана, и пехота вся также была уничтожена. Один дракон вообще без пилота тут стоит, это отработал Джарман Келл. Вот единственный из всей этой атаки дракон остался, но сейчас норки отстроятся, он не перенаправляет никак. Ну вот, наконец, Бойко поехал куда-то вперед, но там еще и ракетчики в домике стоят, и я слышу арт-удар, дракон минус арта, полетела у Бойки 4-й ранг. И я полагаю, что все-таки по вышке, наверное, либо по саппаю, либо по вышке будет сейчас нацеливаться Бойко. И, кстати, Бойке бы не мешало бы поставить филд, и он у него есть. И минус вышка. Филд есть, с помощью этого филда, с помощью мигов можно басы контрить, минус позиции глазить, отрабатывает танк дракон. И вот тут бы тоже подойти, бы тоже почистить и свой бы сапплай поставить. И вот уже как раз таки едет тот самый дозер, который сапплай-то будет устанавливать. Да, есть каркас, работает Джарман и минус пилот в драконе. И, кстати, можно его и себе, в принципе, забрать. Есть для этого рабочий, кстати говоря. Тут только пост и дракон. А почему бы Фаргу не выйти отсюда и не убить эти позиции? И вот уже дракон-то и забирается. Только нужно его контролировать, конечно же. Сапалдрак здесь было бы неплохо добавить. А Бойко тем временем спавит новую армию. Лотос тут стоит, дежурит. Ракетчики пытаются прострелить по каркасу, но не удается. Мешает. Миги взлетели. 3 баса, и ну как же, без потерь? Неужели, что сейчас без потерь-то Бойко отлетит? Да, все миги живы. Ну, по-моему, по одному басу тут получилось вдарить, но все живые, все уходят. А вот сапплай, по всей видимости, сейчас Бойко потеряет. Нужно срочно что-то предпринимать, но Бойко хочет себе вот правый фланг, вот он хочет его, и опять ИЦМки вперед отправляет. А надо бы нас позади их держать. Гатлы также тут идет. А вот драконы как раз таки как грубая ударная сила. Отправлять, еще раз отправлять. Да, напор, конечно, бешеный. Да, все это круто выглядит, но не ювелирно как-то, грубовато. А тут очень хороший домик, и его бы подхиливать с помощью рабочего. Ракетчики бьют, конечно, очень больно. И сейчас дракон подойдет, и вся пехота ложится у Фаргу. Ну как же так? Не удается. Карта очень большая, событий много. Уследить, конечно, тяжеловато. Как мне, так и бойцам, конечно же. Еще ближе дракон подходит, но с ним, я думаю, справятся. Тут 3 норки настреливают, плюс ракетчик помогает. Лотос идет вперед. Вопрос, что будет захватывать. Вот было бы неплохо, кстати, если бы Лотос бы захватила сапплай Глая, и просто Бойко вышел бы в технологии Глашника. Это было бы интересно, на самом деле. Но я думаю, что Бойко, точнее, Фаргу не даст этого сделать. И, кстати, Фаргу ставит первый скат Шторм, добавляет
добавляет еще завод, и в сумме у них сейчас будет уже, у него 4, и вовсю спамятся батлбассы. Атака продолжается на левом фланге, Бойко работает мигами, и -1 батлбасс, по крайней мере, переворачивается, разжигается стена здесь. Ну, сейчас собственный гатлинг просто спалишь, ну зачем же это делать? И просто посмотрите, какой у Фарго огромный флот, у него 40 тысяч на счету, просто спам не хочу, вот, может даже и он ликвады здесь спасут положение, ну как бы, да, не то что спасут, а просто помогут зарешать. Но Фарго как-то так, не знаю, не сказал бы, что надежно играет, он просто играет, у него просто очень много денег, и он спамит батлбассы, разжигается стена, по-прежнему Бойко здесь работает на правом фланге, и потихоньку, полегоньку все-таки глашника-то выбивает, удается, и в принципе можно тут даже собственный саплай-то ставить, ресурсов здесь еще достаточно много, а вот как раз таки и каркас. Лотос тут стоит, ну вот разжигается стена, да, сюда уже, конечно, не подойдешь. Еще 2 дракона плюс ЕЦМ-ка, подмораживается хват, но там еще есть, ракетчики вышли. И думаю, что все-таки этим драконам, ну, долго они тут не проживут, и как бы, в принципе, надо вот этими драконами работать. Ну и слушайте, и здесь атака от Бойки просто прет. Просто прет танкист со всех сторон, потихоньку, полегоньку выживает глашника с его позиции, которую он ранее захватывал. Ну вот миги летают, можно попробовать-то поконтрить тут же баз добить, по норам пробить. Почему бы и нет, собственно, дракон ложатся один за другим, конечно. Но у Фарго еще до сих пор нет 5-го ранга. А как только 5-й ранг, то бомба, скрытая атака. Я думаю, что китайцу будет уже куда сложнее. На базе с ресурсами, ну уже печально на самом деле. Но в центре еще есть что добывать и много. КЦ ставит Фарго. Ну, конечно, уже скоро 5-й ранг. А Шторм вот-вот будет готов, и все, обратный отсчет начался. Смотрите, сколько просто здесь драконов, сколько нас спамил Бойко, и это со скольки военных заводов, вот это вот большой вопрос. Раз, 2, 3, 4, да, 4 военных завода, столько драконов. Я думал, их штук 6 здесь, но только 4 клады тут стоят, надо их отработать. И справа-то позиции все-таки Бойко потерял, мины тут прокинул. Очень жаль, на самом деле, то столько времени потратил, чтобы их убить. Реально очень большой, бешеный такой напор, но все равно позиции вновь утрачены. Тут Лотос стоит, ее надо уводить отсюда, причем срочно. Сейчас Нора достроится, Лотос спалится. Идут драконы вперед на пути. Скат-шторм, продать бы его, но он в стелсе. А вот просканить нечем, постов нет. Постов нет, Лотоса нет, вышли квады, ракетчики. Ну как же много драконов, господи боже мой, сколько дел можно именно творить. И идут басы тем временем. Слушайте, от Бойки-то идут басы, но вроде как получается здесь Фарго отбиться, точнее Бойки отбиться от Фарго, да, но потери большие на самом деле. Ниги, тут еще и дракон, слушайте, подошел перехваченный, но уничтожает Бойко и проходит еще. Надо ломать, надо еще спамить, если еще какой-нибудь спам, что-то спама как-то маловато, но, наверное, и денег, потому что мало. А вот у Фарго денег почти уже 500 тысяч, как бы, и рабочие, кстати, побежали на центр добывать. Здесь надо что-то, какой-то гатлинг ставить или дракон разжигать. И квады поперли на центр, прикрывать рабочих, драконы идут дальше, вышки будут сейчас сжигать. Под саплай, но саплай не копает, Фарго продать бы его не мешало. Вот эту вышку либо перехватывать, либо уничтожать. Ну что-то нужно с ней делать. Это летит Эми бомба, я так полагаю. И что-то как-то она не туда упала. Я так вообще ни на что. И то ли Эми, то ли мина. Я думаю, что все-таки Эми, потому что мины ранее Бойко прокидывал на правом фланге. Миги полетели вперед, но никак не спалили Скат-шторм. Но вот сейчас, я думаю, что уже достал. Тут квады пока стоят, по саплтракам бьют. Сейчас Бойке будет нечего добывать. И здесь дракон прорвался, сжигает вышку. Ну, наконец-то! Наконец-то под Скат-шторм Бойко заехал. Деньги есть, надо воевать. Квады идут вперед. Еще и арт-платформу здесь Фарго захватил. Подходит к саплаям, подходит к филду, к электростанции. Миги уходят. Ну, в принципе, есть тут где сесть, по крайней мере, какой-то части. И эта ковровая бомбардировка, я так полагаю, летит. И неужели сейчас все квады накроет? Фарго отдал. 2 квада только осталось. Ну, всю ковровка практически всю пачку забрала. Да, тяжело. Ну, минус что тут? Ну, минус позиции, минус вышка, минус Скат-шторм. Ну, у Фарго столько денег, что он без проблем отстроит еще. И не меньше 5, как минимум, судя по флуату. И ставит саплай. Как бы Бойко не пытался, все равно Фарго стоит у себя на тех же самых позициях, на которых ранее Бойко был. Дракон тут идет вперед, сразу пилота уничтожает. И ЦМ-ка тут каленая ее добьет. Джарман Келл идет вперед. Но он уже отстрелил, в принципе, одного пилота, но второго пока ему не хватит, нужна перезарядка.
Минус Норка, ракетчика бы надо уничтожить. Перехваченный дракон также подходит. Вот если сейчас Бойко эти вышки потеряет, ему, конечно, будет печально. Арта пошла вперед. На центр пошли драконы, плюс Гатлинг КЦ сжигать, я так полагаю. Кстати, я еще не видел Токса бомбы и скрытой атаки, а арта полетела на вышку, я так полагаю. Да, минус. Минус вышка, и осталась их у Фарго одна. Одна вышка всего лишь, у Бойки их 4. Но у Фарго еще саплаи вовсю качают. Целых 3 штуки, я так полагаю, да. И плюс рынки тут какие-то вроде бы есть. Нет, он только их строит. И вот, наконец, Токса-бомба. Вновь Скат-шторм отстроился, Токса-бомба легла на заводы, на филды. В принципе, очень даже круто. Он ее тут Фарго положил. Но есть какая-то часть мигов, взлетели, здесь отбивается вроде бы Бойко, ну и сжигает КЦ, подходят к дворцу, но есть второй, поэтому потеря дворца для Фарго не страшна, и юниты в принципе здесь есть, и Фарго без проблем отбивается, а здесь Норку построить не дали. Мину прокинул здесь Бойко явно, ну надо еще драконы, еще спамить, ну что-то денег как-то уже маловато, и Квад добирается. Квад добирается, начинает пробивать Бойки вышку. По-моему, сейчас время работает вообще не на китайца. Фарго выходит еще и в центр, ставит свой ресурсный, по крайней мере, его каркас. Рабочий прибегает, квады вспамятся тут вовсю, заводы все на месте. Денег у Фарго, в принципе, еще хватает, чтобы отспамить ту же вторичку. И вот уже и минус вышка. Можно было дракон, кстати, бы забрать, бы поехать просто и сжигать тут все для Бойки, как бы, да. Квады подходят, пытается еще как-то тут нижний боец отбиться, да, танкисты. Тут разжигает что-то. И, кстати, саплая лишился Фарго все ж таки. Но я думаю, что отстроит. Работает арт-платформа, квады отступают, боятся, что их сожгут. Вот тут бы не стоять. И, кстати, дракон захватил. Тут еще один есть. Ну, квады, я думаю, справятся с этим драконом. Вышку надо убивать. И я думаю, что, в принципе, для Бойки уже игра закончена. Ну, хотя, кто его знает. Ковровка пошла. Ковровка пошла, и минус 2 квада, и Бойко терпит поражение. Все-таки Фарго его победил. Все-таки победил. Но давайте не забывать о том, что Бойко до этого Фарго выиграл со счетом 7-3. Так что, в принципе, челлендж удался. Ну, а это, как я и ранее говорил, игра по фану. В принципе, очень даже насыщенная, мясная, да? Как принято, наверное, говорить. Ну что ж, бой окончен, результат на ваших экранах. С вами был Алекс. Играйте в генералы.